На фото ниже Петербург, 27 сентября 2004 год. Похороны криминального авторитета Ромы Цепова, Белинсона по кличке Рома-продюсер. Фото было приобщено к материалам суда по делу Литвиненко как доказательство связей Путина с мафией. Знатные были похороны, да. Князь Владимирский собор, где шло отпевание, был оцеплен. Одна за одной подъезжали иномарки высоких гостей. При захоронении тела на кладбище был салют. Взвод ОМОНа дал залп холостыми патронами. Пришли родные и близкие покойного, был начальник ГУВД Петербурга и его заместители. Также начальник ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Из Москвы экстренно приехали начальник личной охраны Путина и начальник департамента собственной безопасности МВД РФ. От братвы был Кумарин, кум, главарь крупнейшей в городе Тамбовской ОПГ, а также депутаты, сенаторы, олигархи и так далее. Сам покойный при жизни не занимал никаких постов и официально был всего лишь владельцем частного охранного предприятия ЧОПа. Ему было 42 года. Конечно, покойный был непростым человеком. Еще с 90-х годов он был знаком с одним питерским чиновником, тогда малоизвестным, по фамилии Путин. Близко знаком, благодаря чему проделал немало славных дел. Многие из присутствовавших были обязаны Роме своими звездами на погонах, должностями, успехами в бизнесе. Он был их покровителем, продюсером с большой буквы. Присутствующие покидали князь Владимирский собор с тяжелым сердцем и смутными догадками. Ведь покойный умер не своей смертью. Он был отравлен неизвестным радиоактивным ядом, который тогда, осенью 2004 года, не смогли определить. Причем умер не сразу, это были 2 недели мучений от лучевой болезни, распад костного мозга, печени, выпадение волос, сплошной кровоточащий стоматит во рту из-за падения лейкоцитов и так далее. Кто-то очень жестоко и злобно расправился с ним. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но оно закончилось ничем. На выходе из собора скорбящие по Роме продюсеру попали в объектив фотографа «Новой газеты». Так и получился знаменитый снимок, который много лет спустя судья Роберт Оуэн подошьет в дело Литвиненко. И действительно, где еще вы увидите главного мента города Петербурга и главного бандита города вместе? А чтоб еще и начальник охраны Путина был с ними, только на похоронах Ромы-продюсера. Хотя покойный был убит таким необычным изуверским способом, сам он был человеком, у которого при жизни лучше было не стоять на пути. Если он давал кому-то совет, стоило прислушаться. Если делал предложение, стоило принять. На фото ниже 3 авторитета Тамбовской ОПГ – Хохол, Кум и Пучеглазый, слева направо. Это, соответственно, Михаил Глущенко, Владимир Кумарин и Руслан Коляк. Все 3 были хорошо знакомы с Ромой-продюсером. Про Кумарина вы уже слышали, он был на похоронах Ромы вместе с одним журналистом, кстати.
Михаил Глущенко, Миша Хохол, прийти не смог. Как он вспоминал потом, еще в 2002 году к нему пришел Рома Цепов, его ЧОП обеспечивал охрану Хохла, и заявил, что Михаилу надо немедленно покинуть страну, поскольку возникли проблемы с его безопасностью. И Глущенко немедленно уехал. На момент смерти Ромы его в России не было. Заметьте, Глущенко – мастер спорта международного класса по боксу, известнейший питерский бандит, депутат Госдумы. А тут раз пришел Рома Цепов и сказал: «Миша, надо валить». И Миша сразу уехал. Долго жил в Испании, пока в 2009-м не вернулся в Россию. И был тут же арестован, получил 8 лет, рэкет, убийство, там целый букет. То есть Рома Цепов был прав, когда сказал в 2002-м, что больше не может гарантировать его безопасность. Поучительная история была и с авторитетом той же тамбовской ОПГ Русланом Каляком, он же Пучеглазый, Лупатый, Пучик. У них с Ромой были сложные отношения, они то враждовали, то мирились, но в итоге в начале 2000-х разошлись окончательно. То есть вздумал Пучеглазый пойти против продюсера. Писатель Андрей Константинов, автор энциклопедии «Бандитский Петербург», был другом Ромы. В этой своей книжке он писал про Каляка. Из того, что доводилось слышать лично мне, я знаю, что у Цепова долгое время были очень плохие отношения с Русланом Каляком. Я помню даже, как в свое время Каляк хвастался, что он демашины Цепову жег, что скоро его опустит и прочее подобное такое бла-бла. Было это году в 97-98, а вот в 2003-м, незадолго до своей гибели, тот же Руслан Артемьевич, которого я как-то случайно встретил, интересовался, не мог бы я организовать ему встречу с Цеповым по некоему сугубо важному для Каляка вопросу. Руслан задавал этот вопрос довольно зло и не без доли этакой издевки. По нему было видно, что сама ситуация, когда он вынужден переломить себя и пойти на поклон к Цепову, ему крайне неприятно. Итог таков. Хоть Пучеглазый обещал вступить с Ромой в половую связь противоестественным образом, но ничего у него не вышло. Летом 2003-го его застрелили на отдыхе в Ялте, всадили целую очередь в кафе на пляже. А весь его бизнес, там было несколько казино, клубов, пакет акций гостиницы «Пулковская» и так далее, отошел Роме. Писатель Андрей Константинов, автор «Бандитского Петербурга», на похоронах Ромы Цепова. Или вот еще был случай. В начале 2004 года вздумал один питерский журналист по имени Максим Максимов провести расследование про то, как Дерипаска вел борьбу за захват Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, так называемая «лесная война олигархов» в 2000-2003 годах. Оказалось, что силовую часть операции по захвату завода обеспечивал Рома Цепов и два его друга: генерал Золотов, начальник охраны Путина, и генерал Новиков, начальник ГУ МВД РФ по северо-западу. Золотов очень влиятельный человек, имеющий в Кремле кличку «Генералиссимус». Новиков полностью протеже Ромы-продюсера, он его на эту должность и продвинул. Естественно, Цепов и другие участники рейдерского захвата не горели с желанием прочитать о своих похождениях в газетах. Особенно Дерипаска, Лондон, биржа, инвесторы. И 29 июня 2004 года журналист Максим Максимов бесследно исчез. Как потом выяснилось, его пригласил на встречу некий человек, милицейский информатор, обещая передать интересные материалы. Предложил пройти в офис в подвальном помещении на Фурштадтской, 26. Однако это была ловушка. Там оказалась бандитская баня, где его ждали трое офицеров милиции, близких к генералу Новикову. Как потом показали свидетели, менты задушили Максима, тело завернули в полиэтилен, заранее приготовленный, и вывезли куда-то за город. Несмотря на это, дело было спущено на тормозах и закрыто. В 2009 году, спустя 5 лет после гибели Максима, на месте убийства питерские журналисты провели своеобразную акцию протеста. Были принесены цветы, свечи, портрет убитого, а на дом была прикреплена вот такая самодельная доска. В 2007 году депутат Виктор Илюхин пытался реанимировать это дело, написал письмо прокурору Чайки. «Как же так?» – спрашивал Илюхин. «Офицеры милиции, он называет их имена, убили журналиста, который копал под Дерипаску и его друзей. И эти офицеры – ближайшие знакомые, подчиненные генерала Новикова, а расследование не ведется, так как связи ведут далеко наверх».
Нашел кому жаловаться на связи власти с криминалом. Кстати, офицером милиции был и сам Рома Цепов. Да-да, купил себе корочку полковника ГУБОПа еще в 90-х, откуда и салют на кладбище. Ну а что удивительного, именно в Питере тогда родилось понятие «полосатая крыша», то есть совместные ОПГ из бандитов, ментов и чекистов. И над Кремлем теперь тоже полосатая крыша. Суд по делу Литвиненко показал, что покойного убили за то, что он расследовал, как Путин крышевал Тамбовских, когда они гнали кокаин через питерский порт. Вообще у меня есть предложение – перестать притворяться и поменять пятиконечные звезды над Кремлем на восьмиконечные. Вот такие. Впрочем, не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что Рома Цепов был каким-то уж монстром, вокруг которого были одни бандиты, продажные менты и трупы. Нет, вращаясь годами в самой преисподней русской жизни среди пучеглазых, генералиссимусов и прочих дерипасок, Рома оставался творческой личностью. Периодически душа его тянулась к прекрасному, и он продюсировал не только ментов, но и современное российское кино. Упоминавшийся выше писатель Андрей Константинов в своей книге «Бандитский Петербург» посвятил Роме такие строки. В так называемых определенных кругах романа Цепова знают все, при том, что человек он абсолютно не публичный. Избитый штамп «серый кардинал» подходит ему куда больше. Поэтому если кого-то заинтересовал этот человек до такой степени, что захотелось посмотреть на него вживую, то я могу лишь отослать его к сериалу «Бандитский Петербург». Там есть такая сцена, в которой адвокат Певцов убивает Мишу Резаного на глазах у сидящих за столом авторитетов. Так вот, один из этих персонажей, упырей, Цепов и есть. Все так. В определенных, то есть бандитских кругах его действительно знали все. «Серый кардинал» и тому подобное. И действительно, именно Рома-продюсер дал денег на сериал «Бандитский Петербург» и сам снялся там в эпизодической роли. Эта многосерийная сага про питерских уголовников пошла у российских зрителей на ура, как и «Брат 2», «Бригада» и тому подобная продукция. Вот он, тот самый кадр из фильма 2000 года, где ненадолго мелькает Рома-продюсер в роли уголовного авторитета. Играет сам себя, по сути. Всем все ясно. Что решать будем, Иваныч? Отвечать должен. Мочить. Пенки пускает. Пусть ответит. Фуфел. Борзой стал. Работать не хочет. Мочить. Ну, ты слышал, Мишаня? Ну, в общем, как вы поняли, Роман Цепов достиг больших высот при жизни, пришел к успеху, как сейчас говорят. Как ему удалось этого добиться? Откуда он взялся в бандитском Петербурге? В советское время Рома был простым офицером внутренних войск в звании капитана. Служил помощником начальника политотдела по комсомольской работе в части, которая охраняла зону. Ради учебы в военном училище ВВ МВД отказался от фамилии отца Бейлинсон и взял фамилию матери Цепова. Рома Цепов в военном училище. Он, кстати, был КМС по биатлону и вообще увлекался стрельбой. Но военная карьера у Ромы не пошла. В 1990-м он устал охранять зоны, уволился из армии и начал новую жизнь. Создал в Питере свою бригаду, близкую к Тамбовским. В лучшие времена она доходила до 100 человек и более. С 1992 года бригада работала под прикрытием ЧОПа с элегантным названием «Балтик Эскорт». Начинали как все, крышевали, охраняли, выбивали долги. Бизнес был непростой. В лихие 90-е Рому несколько раз пытались убить, посадить. В 94-м он недолго провел в крестах за вооруженный разбой. Нападение на офис фирмы «Параллель 60». Но дело развалили, и он быстро вышел. Потом еще бахвалился, что провел время в тюрьме с пользой. Познакомился с самим Малышом, лидером Малышевской ОПГ, который сидел там за бандитизм. В 1999-м Рому опять пытались посадить, на сей раз за рэкет, вымогательство $70 тысяч у одного коммерсанта из Гатчины. Но и это дело было закрыто. Бывший начальник 7-го отдела питерского РУБОПа Игорь Гусев, отдел занимался лидерами крупных ОПГ в городе, в апреле 2011 года вспоминал в интервью газете «Наша версия на Неве».
Я лично увидел Романа Игоревича в 1999 году, когда вел оперативное сопровождение уголовного дела по факту вымогательства крупной суммы денег у директора одной из коммерческих фирм Гатчины. К этому предпринимателю Цепов приходил лично, бил его барсеткой по лицу и требовал деньги, угрожая оружием. Мы тогда подтянули еще ряд эпизодов его преступной деятельности, в частности, разбойное нападение на офис. Однако все уголовные дела в отношении Романа Цепова были прекращены, когда у того появились известные покровители. Позднее именно Цепов стал для нашего города самой большой бедой. Располагая неограниченной поддержкой тех же покровителей, общаясь со всеми криминальными авторитетами города и превратившись в неприкасаемого, этот насквозь криминальный человек построил под себя все петербургское ГУВД. Майор Гусев не стал особо распространяться про еще ряд эпизодов его преступной деятельности, которые они подтянули тогда, а между тем эпизоды были действительно интересные. В 90-е была у Ромы любовница, вот эта дама. Она теперь в мире искусства, пишет сценарии, снимает клипы с известными артистами, а тогда была риэлтором, хозяйкой агентства недвижимости, которое крышевал Рома. Уже не знаю, что там произошло, но Ирина, так ее зовут, от Ромы ушла и стала работать с братьями Шевченко, еще одна ветвь Тамбовской ОПГ. По версии Цепова, она перед этим его кинула, продав ему квартиру, которая оказалась в залоге у банка. Хотя я думаю, там что-то личное. Что началось дальше, можно было прочитать позднее в газете «Русский курьер». В сентябре 1999 года прокуратурой Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по подпункту АБ, часть 3, статья 163 УК РФ в отношении Белокопытова НП, Цепова РИ и Кузнецова НА, которые 25.06.1999 года, находясь в офисе ЗАО «Балтийская стальная корпорация», требовали от Братчикова АВ передать им деньги в сумме $70 тысяч США, при этом Кузнецов и Цепов причинили ему телесные повреждения. Месяцем позже это уголовное дело было соединено с уголовным делом номер 990-711, возбужденным первым отделом СЧГСУ 16.09.1999 года по пункту Б, часть 3, статья 163 УК РФ в отношении Цепова РИ, который по формулировке дела в период с декабря 1998 года по август 1999 года, угрожая убийством Афанасьевой И.Г. и убийством ее малолетнего сына, требовал от нее передать ему $100 тысяч США в качестве отступных за отказ сотрудничать с его, Цепова, охранным агентством, завладев имуществом потерпевшей на сумму не менее $80 тысяч США. Это как раз та самая бывшая пассия Ромы. Именно ее он угрожал убить, а также ее малолетнего сына. Правда, не убил. Когда в 2000 году Путин пришел к власти, и все дела против Ромы были резко закрыты, он сам организовал уголовное дело против Ирины. Ей дали 5 лет за квартирное мошенничество. Проблемы у нее кончились только когда Цепов умер. Правда, в недвижимость она больше не вернулась. Майор Гусев, который вел дела против Цепова в 1999 году, деликатно не назвал покровителей этого насквозь криминального человека, которые не дали его посадить. Оно и понятно. Интервью было в 2011 году. Покровители как раз готовились переизбираться на очередной срок. Занятный момент здесь состоит в том, что майор Гусев служил в 7-м отделе РУБОП Петербурга, а Рома в 90-е как раз и купил себе корочку офицера этого отдела в ранге внештатного секретного сотрудника. То есть Гусев пытался посадить своего коллегу. Я понимаю, что это уже что-то запредельное, но такова российская действительность. Бандит и мент могут быть в одном лице. В общем, Рома был авторитет нового типа. Просто так и не подступишься. Июнь 2004 года, Петербург. Рома Цепов в родном военно-политическом училище внутренних войск МВД. Жест благотворительности дарит курсантам телевизор и домашний кинотеатр. Как Рома познакомился со своими покровителями, о которых не называя имен, говорит майор Гусев. Секрета тут нет.
Еще в 1994 году Рома по случаю приобрел одного эксклюзивного клиента для своего ЧОПа. Мэрия Петербурга попросила его организовать личную охрану вице-мэра В.В. Путина. Охрана ФСО тому по должности не полагалась, вот мэрия и привлекла ЧОП. Так Рома познакомился с Путиным. Это знакомство вскоре вознесло Рому на криминальный Олимп Петербурга. Но оно же его и погубило. Почему мэрия выбрала для охраны Путина именно этот ЧОП? Кто вообще привел Рому-продюсера в Смольный? Это сделал Ромин друг Виктор Золотов, офицер ФСО и телохранитель Собчака. ЧОП Ромы водил дружбу с ФСО. ФСОшники тренировали его ребят, да и сами подрабатывали в частной охране, выезжали на разборки в свободное время. Так и познакомились. Позднее в СМИ были публикации, что Золотов вообще имел неофициально долю в Ромином ЧОПе, отчего и проталкивал его наверху. Вполне может быть, но как бы то ни было, Рома своего достиг, пролез в высокие кабинеты. Виктор Золотов, кличка Генералиссимус, весьма важная в Кремле личность. В 1991-м Золотов был в охране Ельцина и даже стоял с ним на танке у Белого дома во время ГКЧП. Потом его командировали в Питер к Собчаку. Потом в 96-м после провала Собчака на выборах мэра уволили из ФСО, и он пошел работать к другу Роме в тот самый ЧОП. Но вскоре старые друзья опять устроили его на службу. В 2000-м Путин сделал Золотова начальником службы безопасности президента. С 2013 года генерал Виктор Золотов, командующий внутренними войсками РФ, особо доверенный человеку Путина, если что, ему разгонять протесты. Кто бы мог подумать в 1991 году, в момент падения советского режима, что этот верзила за спиной Ельцина выйдет на первый план и станет на страже новой, уже чисто мафиозной диктатуры. Кстати, ребенок, который между Золотовым и Собчаком на черно-белом фото, это Ксения Собчак. Крайне сомнительно, чтобы папа ее, вокруг которого делали дела Путин, Золотов, Цепов, ничего об этом не знал и не был в доле. О личных качествах Золотова известно не так много. Перебежчик Сергей Третьяков, бывший офицер СВР, в 2000 году бежал в США, был знаком с Золотовым и характеризовал его как обычного головореза. Бывший шеф Золотова по ФСО Александр Коржаков своего подчиненного и вовсе ненавидит, у них были конфликты по жизни. В 2014-м в ответ на вопрос The New Times о Золотове Коржаков отрезал: «Я о негодяях говорить не буду. Он, Золотов, очень мстительный, так же, как и наше первое лицо, с которым он близок. А я старый пенсионер, у меня дети есть. Зачем мне эти проблемы?» Занятно, что Путин и его близкий друг Золотов похожи не только по характеру, злобно-мстительному, но и даже внешне. Маленькие стеклянные глаза, поджатые губы. Но вернемся к Роме-продюсеру. Мало ли кто по случаю имел знакомство с сильными мира сего. Это само по себе ничего не значит. Но не таков был Рома Цепов. Из своего знакомства с Путиным и Золотовым он выжал максимум. Началось все с казино. Лицензии им давала мэрия, а ответственным за их выдачу Собчак назначил Путина. Он с энтузиазмом взялся за дело. Система складывалась классическая. Лицензия стоила взятку за вход на рынок. Работа потом тоже стоила денег, ежемесячный занос абонентской платы. Но была одна проблема – бандиты. Именно они были владельцами казино. Кто-то должен был с ними общаться, решать вопросы, собирать деньги. Кроме того, бандиты грызлись между собой. Могли прислать конкурентам налоговую инспекцию, ментов, чтобы нашли в казино у соседа черный нал или наркоту, а часто искать не надо было. Такие гадости конкурентам любили делать, например, малышевские, используя свои связи. Иными словами, каждый раз нужны были какие-то посредники, которым бы доверяли обе стороны, и кто бы все это разруливал. Конечно, Путин мог делать все сам. Среди тамбовских у него был старый кореш по дзюдо Костя Голощапов, да и его собственный тренер Леонид Усвицов, авторитет Леня спортсмен, пока его не убили. Среди малышевских у Путина был тоже друг юности, бывший борец Геннадий Петров, крупный авторитет.
Малышевская ОПГ, авторитеты Геннадий Петров слева и Александр Малышев. Вы не поверите, но персонаж слева, Геннадий Петров, в 90-х был одним из учредителей Банка «Россия», это который кошелек Путина. И именно его в июне 2007-го, согласно испанской прослушке, товарищ Бастрыкин благодарил за свое назначение главой СКР. Но вернемся к казино. Деньги – это хорошо, но кому-то надо было постоянно быть на связи с этими душевными людьми в цепях и с крестами. И тут судьба послала Путину Рому-продюсера. Вот кто как нельзя лучше подходил на роль посредника. Он знал и бандитов, и ментов, любил это дело, посредничество, и у него получалось. С появлением Ромы система крышевания казино в Петербурге приобрела законченный централизованный вид. Теперь мэрия Собчака могла получать только деньги. Попутные вопросы решал Рома. Казино – это было только начало, обкатка системы. Главное началось позже, когда Рома вышел на новый уровень. Помимо обычного крышевания, он занялся торговлей должностями в МВД, ФСБ и других госорганах. Вот тогда он и получил кличку Рома-продюсер. Продюсер, потому что продюсировал и не только сериалы, но и людей на хлебные места. Как уже говорилось, в сентябре 2004-го, когда его хоронили, проститься пришли Владимир Кумарин, кум, и Михаил Ваничкин, глава ГУВД Петербурга. Конечно, Ваничкин знал, что кум будет на похоронах. Рома и Тамбовский тесно сотрудничали. Конечно, Ваничкин знал, что негоже начальнику ГУВД вообще ходить на похороны криминальных авторитетов. Но с другой стороны, как не прийти? В 2002-м именно Рома помог Ваничкину купить эту должность. Был на тех похоронах и генерал ФСБ Константин Рамадановский. Он не попал в кадр. Это начальник департамента собственной безопасности МВД РФ в 2001-2005 годах. То есть главный борец с коррупцией в ментовке. Он очень дружил с Ромой. Они вместе боролись с коррупцией. Но если уж Рамадановский пришел, то чего бы Ваничкину не прийти? Константин Полторанин, пресс-секретарь Рамадановского в то время, в интервью 2012 года вспоминал: «Цепов, знакомый Путина по Питеру, кажется, не выходил из кабинета Рамадановского. Кажется, Рома не выходил из всех главных кабинетов МВД и ФСБ в то время». Это Дмитрий Запольский, известный питерский журналист и политолог. В свое время близко знал Рому Цепова. В 2012 году Дмитрий эмигрировал из России. Как он говорит, «Чтоб на меня не тратили полоний». И теперь живет в Таиланде. Из интервью Дмитрия Запольского «Радио Свобода» от 11 сентября 2015 года. Роман Цепов при участии Виктора Золотова создал систему, которая позволяла им быть посредниками между властью и криминалом, между правоохранительными органами и мафией. Тогда возникла идея каким-то образом монетизировать правоохранительные органы, чтобы получать наличные деньги за закрытие дел, за выпуск из-под ареста, за заказные уголовные дела. У Ромы это хорошо получилось. Вся система власти заключалась в том, что каждая должность, генеральская или нет, продавалась. Для чего был нужен Цепов? Он просто получал деньги за назначение начальников РУВД, начальников ГАИ, а потом по всей структуре ГУВД, а потом ФСБ, ФАПСИ, налоговой службы и остальных. Он просто получал чемоданы денег за каждое назначение и договаривался с каждым отдельно. Выглядело это примерно так. Кумарину он говорил: «У тебя будет 2 начальника РУВД». Мирилашвили: «У тебя будет 2 начальника РУВД». Кости Могиле: «У тебя будет 2 начальника РУВД». А какому-нибудь Гжижевичу Казанскому: «У тебя будет 1 начальник РУВД». Когда тот спрашивал, почему только 1, Рома ему отвечал: «Потому что у тебя 100 бойцов, а у Кумарина 300. Поэтому тебе еще не положено». Торговля должностями в масштабе города, а потом и всей России – это форма коррупции. Даже клептократии – это когда уже все государство заточено под воровство и взятки. Такую систему вы встретите у наших южных соседей – в Азербайджане, Узбекистане, а также в Африке, в банановых республиках Латинской Америки. Это мировой рейтинг коррупции за 2015 год. Россия между Сьерра-Леоне и Гайаной.
и ниже, чем Гондурас, 112 место. Таким образом, за 15 лет правления Путина Россия перегнала Гондурас по коррупции. Это успех, я считаю. Еще немного из интервью Дмитрия Запольского про наш путь в Гондурас, так сказать. Система была выстроена, чтобы выкачивать деньги с абсолютно любых назначений, от рядового гаишника до начальника ГУВД. К концу 90-х, к началу 2000-х весь руководящий состав петербургского ГУВД прошел через Рому Цепова. Все начальники от районных и выше проходили собеседование у Цепова. Соответственно, он давал заключение на назначение, да или нет. Дальше эта кандидатура согласовывалась на уровне Виктора Золотова, и шло или не шло назначение, и все платили. Рома Цепов очень тесно общался с Виктором Золотовым, поэтому Рома контролировал наркотрафик, поэтому Рома контролировал взятки за назначение всех начальников. Как система, это появилось с 90-х, а с начала 2000-х это стало уже государственной машиной. А отработано это было на казино в городе Петербурге в 90-е годы. На этой площадке была отработана система власти как монетизации. Головастый парень был Рома. Отработали с Путиным систему на бандитских казино в 90-е, потом внедрили по всей стране и во всех областях. Такую азербайджанско-узбекскую систему, я вам скажу, не каждый дурак выстроит. Естественно, торгуя должностями вместе с Золотовым и Путиным, Рома не забывал и свой прежний бизнес – ЧОП. Как там все работало, можно увидеть на одном показательном примере. В далеком 1991-м Пермская ОПГ в лице Александра Ткаченко, Ткача, наехала в Питере на скромного торговца мебелью по фамилии Сердюков. Хотели обложить данью, но оказалось, что торговец и его магазины уже были под Малышевской братвой. Пришлось Малышеву и его другу Петрову разбираться с пермскими. Отстояли, не дали в обиду барыгу. Потом, когда барыга стал министром обороны, он не забыл своих благодетелей. Они тоже поучаствовали в разворовывании военного добра. Хоть и из Испании, малышевские главари жили там с конца 90-х. Испанская прослушка, операция «Тройка», очень удивлялась. Надо же, отпетые уголовники, а на дружеской ноге с министром из России. Откуда? Все из бандитского Петербурга, ребята. Судьба авторитета Ткача, который наезжал на Сердюкова в 1991-м, сложилась не так успешно. В 98-м у него у самого начались проблемы, бандитская фортуна переменчива. Ткача чуть не убили в разборках, и он серьезно опасался за свою жизнь. И обратился за защитой в ЧОП к Роме Цепову. Рома пошел навстречу, дал ему телохранителя, своего родного племянника причем. Но в 2002-м что-то между ними пробежало, Ткач с этим племянником поругался, кинул на деньги и даже пытался убить. При этом свалил за границу и думал, его не достанут. Очень зря. Вся милиция Петербурга резко озаботилась тем, что в городе, оказывается, орудует с 1989 года как минимум такая опасная пермская ОПГ с бандитом Ткачом во главе. Против Ткаченко провели хитроумную оперативную комбинацию. Рома Цепов сам в ней участвовал. Его выманили из-за границы и впаяли 15 лет за покушение на убийство. Обломал Рома Ткача, показал, кто в доме хозяин. Правда, приговор Ткачу был вынесен в 2005 году уже после убийства самого Ромы. За что убили Цепова и кто это сделал? Поначалу было много версий. В конце концов, Рома 15 лет был в гуще бандитских разборок, на него уже были покушения в 90-х, но все версии отпали и сузились до одной, когда в Лондоне был убит Александр Литвиненко. Симптомы у них совпали один в один. То, что видели врачи, противоречило всем учебникам по медицине. С одной стороны, больной умирал от острой лучевой болезни со всеми признаками. Резкое и фатальное падение лейкоцитов в крови, то есть распад иммунной системы. Поражение спинного мозга, выпадение волос и так далее. Но при этом счетчики Гейгера не показывали никакой радиации в анализах мочи и крови, а должны были показывать.
Петр Перумов, личный врач Цепова, в интервью 2006 года описывал предсмертное состояние своего пациента так. Клиника как при лучевой болезни, но дозиметром посмотрели, все в пределах нормы. Теперь уже все знают, как такое может быть. Лучевая болезнь без радиации. Для этого нужен редкий и весьма дорогой изотоп полоний-210. Он почти не дает гамма-излучения, и счетчики Гейгера его не видят. Он излучает только слабые, малозаметные альфа-лучи, которые распространяются всего на несколько сантиметров. То есть отравиться можно только приняв это внутрь, например, выпив чай, куда перед этим бросят специальную капсулу в растворимой оболочке. Чтобы определить альфа-излучение, нужны специальные приборы, которых у обычного врача или судмедэксперта нет. Да им и в голову не придут такие проверки, это только в научных лабораториях по ядерной физике. Именно это и случилось в Лондоне. В последний день, когда Литвиненко уже умирал, его анализы отправили в военную лабораторию, которая занимается атомным оружием. Они сделали альфа-спектрометрию, и выяснилось, что Литвиненко отравлен огромной дозой полония, причем чистейшего полония, который можно получить только в промышленном ядерном реакторе. Последнее фото Литвиненко за день до смерти. Как оказалось, полоний-210 в мире производит всего одна страна и один завод – НПО «Авангард», Россия, Арзамас-16. И тогда следователи по делу Литвиненко заинтересовались Ромой Цеповым. Завеса тайны над его смертью стала рассеиваться. Полоний-210 – стратегический ядерный материал, использование которого под строгим контролем государства. Поэтому заказчик у такого экзотического способа убийства мог быть только один – Путин. Какой мотив был у Путина устранить старого друга и компаньона Рому Цепова? Популярной является версия, что Рома летом 2004 года по дурости влез в дело ЮКОСа, пытался посредничать между Путиным и Ходорковским. Хотел как-то уладить конфликт, но и себе что-то поиметь. Однако те, кто начал это дело – Путин, Тимченко, Сечин – вовсе не обрадовались такому посредничеству. Они не для того начали этот наезд, чтобы ЮКОС ускользнул из их рук в результате какого-то мирового соглашения, и решили ликвидировать Цепова, чтобы не мешался под ногами. Однако я думаю, что Рома подписал себе смертный приговор еще в 2003 году, когда неосторожно дал интервью вот этому журналисту Кириллу Метелеву из Петербурга. Кирилл взял у Ромы интервью для питерского журнала «Город». Там Рома неожиданно разоткровенничался. Да, я знаком с Владимиром Владимировичем Путиным. Это произошло в 1994 году при, сказал бы, рабочих обстоятельствах. Вице-мэру Путину по статусу государственной охраны не полагалось, хотя он курировал вопрос приватизации Балтийского морского пароходства, где только что было совершено убийство руководителя. Мэрия заключила с Балтик-эскортом официальный договор. Я выделил охранников, которые были способны обеспечить личную безопасность этого человека. Уточняю, господин Путин не обращался к господину Цепову за предоставление охраны. Инициатива исходила от представителя городской администрации, который курировал такие вопросы. А насчет коммерческой связи между нами – полный бред. Вроде бы ничего лишнего в интервью Рома Цепов и не сказал. Как познакомился с Путиным? По работе. Кто познакомил? Представитель городской администрации, который курировал такие вопросы. Коммерческая связь между нами? Да нет, боже мой. Однако неожиданно с этим интервью в малоизвестном региональном СМИ приключился скандал, который исходил аж из Кремля. Дело в том, что между строк ведь можно было прочесть совсем другое. Путин давно знаком с Цеповым, но ведь это криминальный авторитет. Рома-продюсер. Познакомил их представитель городской администрации, который курировал такие вопросы? Да ведь это Золотов, глава охраны Путина, а тогда Собчака. Коммерческой связи нет. А почему тогда Рома продюсер? Откуда вся эта толпа генералов и олигархов вокруг него? В фильме «Бриллиантовая рука» у шефа Михаила Ивановича была такая известная фраза. Как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал. Цепов, наверное, это тоже понял
Дав интервью, он вскоре опомнился, позвонил автору и категорически потребовал убрать материал из номера. Мол, я передумал. Но материал уже ушел в печать. Что произошло далее, Метелев описывает так. Цепов в гневе был страшен. Динамик чуть было не вылетел из телефона в мое ухо. Барабанная перепонка в другом ухе разрывалась от стенаний коллег, не привыкших к жестким, но тщательно выверенным высказываниям романа. Наверное, они думали, что журнал вряд ли доживет до следующего номера. Через неделю на беседу приехал из столицы наш общий знакомый. Очень большие звезды просвечивали даже сквозь цивильный пиджак. Как и положено настоящему чекисту, знакомый был внимателен, интересовался, есть ли проблемы, как идут дела, что нового в родном Питере. А потом вдруг спросил, неужели я и впрямь хочу больше никогда не иметь никаких отношений с романом. Что интервью доброжелатели доставили соответствующими ремарками на самый верх. Что в конкретный исторический момент появления публикации вызвало негодование у самых верхов. Что теперь самые верхи усматривают в этом провокацию своих тайных врагов, не исключено, щедро оплаченную в иностранных дензнаках. Короче, с журналистом провели профилактическую беседу, передав крайнее неудовольствие тем, что имя Владимира Владимировича вообще употребляется в любом контексте с Цеповым. Ведь люди черт знает что подумать могут, что Путин вообще бандит и член ОПГ, а уж западные спецслужбы. Это бизнесмен Дмитрий Скарга, бывший директор Совкомфлота, с 2006 года живет в Англии. В 2015 году он дал интервью для фильма BBC «Тайные богатства Путина». Там он довольно забавно описывает свое общение с Тимченко, другом Путина по Питеру, который в 2000 году был никем, а теперь миллиардер в списке Forbes. В узком кругу, говоря о происхождении своих миллиардов, Тимченко обычно поднимал палец кверху и многозначительно произносил, мол, это все деньги Михаила Ивановича, у него все под контролем. Михаил Иванович – это кличка Путина в Кремле, как у шефа из бриллиантовой руки. Поэтому, отвечая на вопрос о причинах удивительного взлета, а потом падения питерского бандита и авантюриста Ромы Цепова, можно ответить кратко. Это все деньги Михаила Ивановича.